Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы сегодня будем с вами вязать. А еще самое замечательное то, что это узор очень легкий. Здесь повторяется в высоту всего 4 ряда. И вяжется он до того легко, а смотрится до того эффектно, что даже не поверишь, что это такой легкий узор. И подойдет он буквально для многих вязаных изделий. Шапочка будет очень красивая. Вот сейчас в межсезонье связать вот такую шапочку таким узором. Красота. Шарф, палантин. Вот я уже показывала изнанку. Тоже интересная изнанка. Такой красивой резинкой смотрится. Даже шапочка будет смотреться красиво вот таким узором связанная. Согласитесь. Ну, я не говорю уже о плечевых изделиях, различные свитера, тунички. Летнюю пряжу взять, это прекрасная будет летняя какая-то вещь. В общем, давайте будем вязать. Схема будет перед вами. Схема для кругового вязания. Раппорт узора составляет 9 петель. Если мы вяжем по кругу, мы повторяем все время эти 9 петель. При поворотном вязании мы добавляем еще 2 петли для симметрии узора. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Одну кромочную первую я снимаю, последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Первые 2 ряда мы с вами свяжем. Они не входят в раппорт узора, служат для подготовки к узору. Первый лицевой ряд провязываем 2 изнаночных, 7 лицевых. Закончился первый раппорт и вяжем второй. 2 изнаночных, 7 лицевых. И заканчиваем 2 изнаночными. Второй изнаночный ряд мы провязываем петли по рисунку. И во всех изнаночных рядах этого узора петли будут вязаться по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Ничего сложного. Провязали 2 установочных ряда. Начинаем самое интересное, начинаем вязать узор. Третий лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых. Из следующих 3 петель нам нужно вывязать 3 петли. Но нам нужно петли расположить таким образом, чтобы в центре была средняя петля. Смотрим. Снимаем, не провязывая вот таким образом, петлю с левой спицы первую. И точно так же снимаем, не провязывая вторую петлю. Возвращаем эти петли вот таким образом на левую спицу, чтобы средняя петля была на первом месте. И подхватываем 3 петли и провязываем лицевую петлю. Петли с левой спицы не снимаем. Далее делаем накид и снова вывязываем из 3 одну петлю. Снимаем петли со спицы и получилось из 3 вывязали 3 и в центре средняя петля. Затем 2 лицевых и закончился раппорт узора. Второй раппорт. 2 изнаночных, 2 лицевых. Из 3 петель вывязываем 3, но так, чтобы эти 3 петли, из которых мы вывязываем, на первом месте была средняя петля. Лицевая, накид, лицевая. Далее 2 лицевых и 2 изнаночных. В изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку
мы провязываем 2 лицевых и 7 изнаночных чередуем. 5-й лицевой ряд, 2 изнаночных. Теперь из 3 петель нам нужно вывязать 3 петли, но так, чтобы вот эти 3 петли, с которых мы вывязывали, смотрели в правую сторону. Вот я вяжу бабушкиными петлями, и у меня петли смотрят влево. А те, кто вяжет классикой, у них правильно смотрят петли. Как надо, вернее. Разворачиваю 3 петли, возвращаю их на левую спицу и из 3 вывязываю 3. Точно так же лицевая, накид, лицевая. Вывязываем не туго. Вот так. 3 петли у нас были повернуты вправо. Дальше у нас будет лицевая петля. И из 3 петель вывязываем 3, но чтобы вот эти вот 3 петли, с которых мы вывязываем, смотрели в левую сторону. Теперь они у меня лежат так, как мне нужно, а кто вяжет классикой, им нужно развернуть петли, у них они лежат не так, как надо. Из 3 петель вывязываем 3. Вот так. Далее повторяем раппорт узора. 2 изнаночных. Разворачиваем 3 петли в правую сторону и вывязываем из них 3 петли. 1 лицевая. И из 3 петель вывязываем 3, но так, чтобы эти 3 петли смотрели в левую сторону. Лицевая, накид, лицевая. И заканчиваем 2 изнаночными. В 6-м изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. У нас получается, мы чередуем 2 лицевых и 7 изнаночных. Мы провязали с вами 2 раппорта в ширину, 1 раппорт в высоту. Все, посмотрите, как легко, да? Дальше мы узор повторяем с 3-го ряда. Еще раз напоминаю, первые 2 ряда в раппорт не входят. И когда мы будем повторять узор, мы получим вот такую красотень. Я просто в восторге от этого узора. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Да, не забудьте к нам пригласить своих друзей. Спасибо.